LCD-проектор с привлекательным дизайном, небольшими габаритами и отличным комплектом за свою цену. Также он имеет функцию беспроводного зеркального отображения, все как у всех, совместимость с большинством устройств и, конечно же, отличной цветопередачей с родным разрешением в 1080p при возможности вывода 60 FPS, что очень даже неплохо. Для фильмов или видео на YouTube предусмотрены встроенные динамики с отличным звучанием. Как вы уже догадались, я сегодня расскажу вам о проекторе под названием Vankyo Performance V630W. Полетели! Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И проекторов на канале у меня уже было, наверное, штук 15. Сегодня очередной проектор ультраэконом-класса. У него есть два огромных плюса сразу сходу. Первый плюс, он продается на Тмоле. Это значит, что если вы находитесь на территории Российской Федерации, вы можете оплачивать любыми картами, а второй момент, все это дело вам придет в течение недели. Мне вообще пришло, по-моему, в течение 2 дней. То есть склады в Петербурге и Москве в наличии, этого дела там хватает. Продается он уже давно. Отзывов море, упаковка, в принципе, учитывая стоимость, довольно презентабельная. Логично, что нам здесь обещают Wi-Fi на борту 1080p. Это у нас Full HD разрешение, максимум 300 дюймов, но это, конечно, лирика. И электронная проекция, то есть не механическая. Это не есть хорошо, ну и ладно. Vankyo, помните, взятка топовая, а теперь его кто-то как-то копирует. Хотя, по большому счету, я уверен, что железо одно и то же, разница только в ПО. Модель V630W, и, в принципе, можно взрывать. Ничего, я думаю, тут сверхъестественного нет, если это дело работает, притом работает, как они обещают и как написано в отзывах, то в целом аппарат норм. По упаковке особо химией не пахнет, что радует. Плюс к карме, мало того, что он упакован хорошо под нашу почту и под наше DPD, так еще и сумочка сразу в комплекте. Здесь мы имеем сразу же пульт, притом он ИК, то есть это не радио, значит вам нужно будет на него направлять. Максимально стандартный, максимально штатный. Плюс к карме, если они сюда запихали батарейки, либо они внутри. Нет, я не вижу внутри батареек. Раз, два. Я не вижу в комплекте батареек. Зажали. Запасные 4 болтика. Инструкция максимально красочная. Здесь каким образом к айфону подключать, к iOS-системам, к андроидам. Испаньола, английский. Только на английском языке инструкция. Сразу средства для чистки. Первый раз такое встречаю. В принципе, это хорошо, и спасибо им за это. Кабель HDMI, разумеется, в пакетике. Вскроем его, посмотрим, насколько он длинный. То, что плотный, мы видим. Скорее всего, версии 2.0. Чуть-чуть он был пережат. Притом, по сути, это не руками затягивали. Видно на кабеле отметины. Это больше метра. Скорее всего, это 1,20 м. Кабель питания без блока. Значит, блок внутри самого устройства. Тоже довольно длинный. Распаковываем. Вот такая вот штуковина выглядит прям очень круто. Если бы я его увидел, допустим, в том же видео, либо в магазине, я бы точно не предположил такую лояльную стоимость. Здесь у нас механическое изменение фокуса, разъем под питание, разъем под наушники, АВшный, USB, целых 2 штуки USB-A и VGA-шный разъем. Кнопочки механические, еще один плюс к карму, если кнопки не навернутся. Но пока они все живы. И колонка, скорее всего, здесь. Здесь у нас стандартный момент для всех великих и ужасных проекторов. Можно изменять угол наклона. Плюс есть 4 фиксатора для того, чтобы вешать все это дело на какой-то там штатив. По ощущениям, по габаритам и по всему остальному сразу плюс. В этом великом и прекрасном рюкзачке место под все, и под кабельное хозяйство, и под все остальное. То есть, можно сказать, в каком-то смысле он портативный. Единственный минус в карму за то, что нет батареек. Первый раз я такого у китайцев встречаю, но есть сумка. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же 2 моих телеграм-канала. Первый — взаимопомощи, нас почти 12 тысяч человек там, и второй — это скидок, там почти 45 тысяч человек. Я вас там информирую, какой курс, допустим, у Алиэкспресса, какой у Киви, как выгодно покупать, и в принципе, что интересного я уже нашел, допустим, что купил уже
уже для обзоров. Девайсы абсолютно разные, но все связано с железками. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к проектору. Полетели. Поставляется LED-проектор V630W только в белой расцветке. Дизайн мне очень понравился. Конечно же, форма у него такая же, как и у многих других подобных проекторов. Выполнен он из тактильно приятного матового пластика с вставками, обшитые серой тканью. Белый цвет, конечно же, не практичен, так как пыль и грязь на нем видна очень даже отчетливо. Сборка хорошая, ничего не скрипит и не трещит. Габариты проектора составляют 310 на 240 на 100 мм, а вес небольшой, всего 2,7 килограмма. Так что взять его с собой в сумке для переноски, которую производитель предоставил в комплекте, проблем вообще никаких не составит. На дачу, допустим, весна же уже. На корпусе расположили отверстия для теплоотведения, с тыльной части разъема для питания, VGA-разъем, вход USB, порт USB для подключения внешних устройств на 5 вольт. Далее есть ИК-датчик, выход для наушников и входной разъем на 3,5 мм, наш любимый мини-джек, 2 входа HDMI и слот для SD-карты, что даже очень удобно. Динамик на борту, и он спрятан с тыльной части за тканью. Звучание приятное, громкости с запасом, но он здесь, по идее, один. Наверху расположили физические кнопки для управления устройством. Нажимаются они хорошо, с звонким щелчком. Но напоминаю, что в комплекте также идет пульт DU, что упрощает управление данным проектором. Также есть наверху регулировка Keystone и фокус с помощью регулировочных колец. На дне расположили 4 антискользящие ножки, отверстия для крепления под площадку и выкручивающуюся ножку, чтобы изменять градус. Не самый лучший вариант, но тоже неплохо, главное работает. Летим дальше. С фронтальной части у LCD проектора расположили объектив с крышкой. Исходное разрешение Full HD 1080p 60 fps, 7600 люксов, заявлена контрастность 6000 к 1, срок службы лампы заявлен 50 тысяч часов. Да, он ламповый. На борту также есть электронная коррекция трапециидальных искажений плюс-минус 50 градусов, цифровое уменьшение и увеличение проекции возможно на 50 градусов. Данная модель поддерживает 5G Wi-Fi для беспроводного зеркального отображения. Совместим проектор с большинством устройств, к примеру, TV-стик, компьютер, ноутбук, игровые приставки, флеш-накопители, SD-карты, смартфоны на iOS и на Android-системах и так далее и тому подобное. Функция беспроводного зеркального отображения для iOS-устройств не лучший вариант, так как картинка тормозит. Вдобавок, при трансляции на самом iOS-устройстве происходит отключение интернета. С Android-устройствами дела обстоят значительно лучше, так как это более удобно. К примеру, можно было подключиться и транслировать изображение со смартфона для просмотра видео, но связь между устройствами не лучшая, и по итогу лучше находиться рядом с проектором, класть на него смартфон. Вдобавок, работает это дело рандомно лично у меня. Также можно транслировать экран без провода, к примеру, с ноутбука на операционной системе Windows. Далее, интерфейс доступен на русском языке, в меню доступны 4 основных вкладки, это картинка, звук, время и настройки. Все по минимуму, но с другой стороны, а что еще надо? Настроек мало, но самое главное, что есть возможность настроить проекционную картинку. Цветопередача в стоковых настройках на белой стене в ночное время суток хорошая. В комнате без лишнего света картинка четкая, но слегка кажется плосковатой. А также не хватает контрастности, лично по мне. Но не забываем, что есть возможность настроить все в настройках под свои предпочтения. Белые цвета имеют голубоватый оттенок, яркости и насыщенности в стоке по мне маловато. Не для дня. Фокусировка от края до края хорошая, но, конечно же, в самых углах есть слегка заметный блер. Для просмотра видеоконтента, к примеру, видео на YouTube или фильмов, он однозначно хорош. Но сказать, что он подойдет для игр, я не могу, так как в играх есть небольшая задержка, которая варьируется в районе 80 миллисекунд, и она видна. В тот же файтинг можно играть без проблем, а вот в экшен на расстоянии 2 метров от стены проекция составляет около 60 дюймов, на расстоянии 3 метров 90 дюймов. Также производитель заявляет, что на расстоянии 9 метров мы получаем 300 дюймов, но я более чем уверен, что качество картинки будет не наилучшее, а, скажем так, вообще никакое. Минимальное расстояние 1,5 метра с 46 дюймами. Днем, если в комнату с проектором попадает небольшое количество света, просматривать что-либо через проектор практически невозможно. Шум от проектора составляет в среднем 40 дБ. Далее. К минусам я в каком-то плане отнесу бесполезную функцию беспроводного зеркального отображения и стоковую цветопередачу, которая не порадовала своей тусклостью. С другой стороны, проекторов у меня на канале было, не знаю, уже штук 15, и по большому счету все в этой ценовой категории. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. У них все плюс-минус одно и то же. Основной плюс у этого, что он торгуется на Тмоле. На Тмоле можно и взятку найти, и еще море интересных китайских брендов. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть обзоры на них. Резюмирую. Bankyo Performance V630W однозначно порадовал меня дизайном, материалами и сборкой. Вдобавок, хороший комплект, я бы сказал, уникальный, с сумкой для переноски и динамик с действительно хорошим звучанием. Картинка неплохая, лично я попользовался настройками и подогнал все под себя. В плане
цветопередачи у меня к нему вопросов не осталось. В итоге я получил хорошую, четкую и довольно насыщенную картинку. Но сказать, что в полном восторге от проектора, я, разумеется, не могу. Однозначно негативных эмоций он у меня не вызвал. Своих денег он стоит. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Повторяюсь, у нас там почти 12 тысяч. И телеграм-канал скидок. Там иногда бывают поинтереснее предложения. Но опять же, все эти предложения поинтереснее редко когда бывают с доставкой из России. А когда люди приобретают проекторы, им нужно сегодня и завтра, чтобы на дачу везти. Так что смотрим, во всяком случае, отзывы по поводу него под товаром. Там очень много людей уже отписалось. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Разумеется, сейчас я рассказываю про разную технику. В том числе скоро будет много про колонки. Даже будет скутер, который я уже замучил, уже даже частично разбил. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.